Как сказал бы Константин Деревенский, эко снегу то навалило. Но лопату-то я взял не для того, чтобы чистить перед машиной снег. Это вообще здесь не критично. А вот меж его рогов вычистить, пожалуй, самое то. Ибо тут такое сугробище, что простой щеткой не вычистить. Чтобы не терять время, пока все это счистишь, чтобы попасть в машину, у нас есть дистанционный запуск. А вот она и завелась сама. Теперь главный вопрос. Поместится ли лопатка в багажник? А, собственно, поместится. Легким движением руки опрокидываем здесь дырочку. Так. Вуаля. Прекрасно поместилась. Кстати, вот видите, у меня здесь домкрат валяется. Хотя должен быть вот в этом месте окошечке. А почему он не в этом месте? Да все просто. Потому что на кочках, на раскачках, на таких трассах, когда автомобиль проседает, тут, как ни затягивай, все равно образуется какой-то грохот. Не знаю, что с этим делать, пока не придумал. Может быть, кто знает, подскажите. Что ж, расскажу о плюсах и минусах эксплуатации Renault Duster зимой в мороз. Подогрев лобового стекла. Замечательная штука. Отлично оттаивает тут же стекло. Прекрасно. Однако, есть нюанс. Зона покоя дворников вот здесь не обогревается. Поэтому здесь сами дворники замерзают. Здесь образуется вот лед. Без жабо я не представляю, как люди выгребают этот огромный лед отсюда. Мне кажется, оно зимой очень спасает. Плоский капот. Не знаю, кому как, хорошо это или плохо. Но когда вот теперь здесь образуется после снега такой наледь, льдышечки вот такие, ну или чуть побольше, и вы едете по городу, потом выезжаете на трассу, льдышечки подтаивают и начинают отлетать с этого капота с таким мощным ударом прямо в лобовое стекло. Бабах! И об лобовое стекло разбиваются. Просто немножечко неприятно, пугает. Сверху в щель багажника попадает снег. Он проваливается туда внутрь. Во время оттепели замерзает. И когда открываешь багажник, получается, что тут образуется лед. Вот он. И как-то все это вот так ломается. Не очень приятно. Почистить снег с крыши, как вы уже видели, это целая проблема, потому что здесь рейлинги, и они несъемные. И пока машина стоит, снега сюда набивается огромное количество. А дотянуться даже с моим ростом — это весьма проблематично. Даже большой щеткой. Личинка багажника. О, это вообще красота. Когда был ледяной дождь, она замерзла. И в багажник попасть было невозможно, не проковыряв здесь дырку. Скажу вам, работка та еще. Вот эта вся полочка тоже замерзла во время ледяного дождя. И багажник невозможно было открыть, пока отсюда вот все не отобьешь. Также это касается и порогов. Здесь тоже был снег, и тоже все намерзло. И, как вы понимаете, открыть дверь невозможно пока отсюда.
Весь этот лед не собьешь. Да, и когда выходишь из машины, о них реально пачкаешься. Что верно, то верно. Двери у Renault Duster, они, как видите, заходят на крышу. То есть не во внутренней части примыкают, не вот сюда, как у других машин, а именно прям заходят таким загибом на крышу. Соответственно, здесь же рейлинги. Соответственно, во время ледяного дождя здесь тоже все замерзло. И чтобы открыть дверь, пришлось еще и сверху вот тут все это дело отбивать. Тоже очень было муторно. Машину специально не мыл, чтобы посмотреть, как она пачкается. Но зеркала все грязные с этой стороны. Дальше пороги, да, на пороге забрасывают здесь грязь. Двери, ну, стекла зато чистые. Ну, не знаю, как было до рестайлинга, но здесь не сказал бы, что прям так сильно, но забрасывает. Да, есть такое дело. Не обращал раньше особого внимания, всегда были диски с декоративными колпачками. А тут поменял летнюю резину на зимнюю и поставил стальные диски, так как летняя осталась на легкосплавных. И в комплекте у них нет декоративного колпачка. И вот обратил внимание, как сильно заржавела ступица всего лишь с мая месяца. Хотя, может быть, это нормальная ситуация. В мороз появляется все-таки какой-то сверчок где-то с этой стороны. Ну, может, это, конечно, я что-то положил в кармашки, а может быть и нет. Выяснить пока этого не удалось. Когда салон прогревается, сверчок пропадает. На улице сейчас минус 12, а в салоне хорошо, печка справляется. Подогрев сидений прекрасно греет одно место. Окна, в принципе, не потеют. Многие мне говорили, зачем, мол, ты переплачиваешь за полный привод? Все равно он здесь не настоящий, только подключаемый. Ты ездишь в основном по городу, вообще почти тебе никогда не пригодится. Но совершенно неожиданно в город пришла зима. Не знаю, как у вас, а у нас зимой снег выпадает сразу и много, а вот убирают его не торопясь. Ситуация, когда ты поставил на выходные машину возле дома, в городе, потом выпал снег, потом пошел трактор, немножечко этот снег счистил с дороги, и ты оказался вот в такой ситуации, когда тебе нужно куда-то срочно поехать, ты вроде бы на ровном месте стоишь, и вроде бы не заснежен, но тем не менее вот в такой ловушке. А представьте, что сзади меня вот сейчас вечером здесь тоже стоят автомобили. Поэтому у вас пространства для маневра практически нет. Это я сейчас просто днем сюда приехал. Но посмотрим, как спасет здесь передний привод. Полного привода нет? Есть. Подключи, а что? Не копать надо. Не надо копать. Ну что ж, вот такая ситуация, она после снегопада постоянно происходит с автовладельцами. И это было несмотря на то, что у меня шипованная стоит резина. Расцарапал я тут практически вот асфальт. То есть зацеп колеса был по асфальту, но машина никуда не могла сдвинуться с места. Без толчка сзади. Интересная особенность работы дворников. Предположим, вы моете стекло, и вот они пошли. Поработали и успокоились. И вдруг... Удивительно. Поначалу я думал, что что-то неисправно с выключателем. Но оказывается, это нормально.
Предположим, идет снег и включены дворники передние. Когда вы включаете заднюю передачу, для удобства включается сразу и задний дворник. Но это не очень удобно, потому что пока вы ехали, он замерз, и он все равно ничего не чистит. То есть нужно включать подогрев заднего стекла, чтобы он мог чего-то там очистить. Несмотря на все эти нюансы зимней эксплуатации и какие-то минусы, я, честно говоря, кайфую от управления на этой машине зимой. Потому что полный привод, абсолютно не страшны никакие каши на обочинах, с парковкой нет никаких проблем. В городе всегда можно заехать туда, куда не могут заехать переднеприводные автомобили. И главное, совершенно спокойно и безболезненно оттуда выбраться. Как же после переднего приводного автомобиля удивительно ехать по таким сугробам. Причем без каких-либо усилий, просто нажимаю педаль газа. Я могу даже просто остановиться в самом сугробе, нажать педаль газа и просто поехать. Машина у меня не оснащена системой ESP, но есть вот такая какая-то загадочная звездочка, типа снежинка. Типа ее нажимаю, и когда под колесами снег. Ну, вот сейчас под колесами у меня будет снег. И посмотрим, есть ли какие-то отличия. Сейчас переключаю на авто. Ну, вот так вот, где вот еще не прокатано. Не знаю, честно говоря, я разницы никакой не ощущаю. Что со снежинкой, что без снежинки. Вроде все точно так же едет. Если кто знает, чем отличается звездочка и не звездочка без системы ESP, пишите в комментариях. Вот такой слой льда на машинке. И что с этим делать, совершенно непонятно. Как попасть внутрь машины? Это просто чума. Огромный толстый слой льда. Да, автозапуск сработал. Но не факт, что включена там печка. Капец. Типичная городская ситуация. Прошел трактор и просто закопал машину. И будучи владельцем Hyundai Solaris, это реально большая проблема выбраться из такой каши. Но для Дастера никаких вопросов.